2017 году Nanlite представили свои первые световые трубки PowerTube, и это по сути были первые световые мечи, которые работали от аккумулятора. Я купил эти первые световые трубки в 2020 году, и они сделали для моего контента больше, чем любая камера или объектив. А все потому, что световые палки — это максимально быстрый доступ к мягкому цветному свету. И в том, что доступ к цветному свету здесь максимально быстрый, вы можете убедиться прямо сейчас. Потому что одним нажатием на кнопку я могу полностью изменить настроение в кадре. И теперь мы переместились из обзора световых трубок прямиком на площадку Netflix с каким-нибудь новым сезоном эйфории. Вот точно так же ярко и красочно мои первые световые трубки преобразили мой контент. И это касается съемок для YouTube, для соцсетей, моих творческих съемок, коммерческих работ, потому что также и клиенты, видя какой свет я могу им дать, причем как для фото, так и для видео, то сразу же, естественно, звали меня повторно на съемки. И если говорить совсем простым языком, то световые трубки — это очень легкий и портативный источник света, который мы можем брать с собой всегда и везде, и который дает нам максимально быстрый доступ к мягкому цветному свету. И это очень немаловажный аспект. Но несмотря на то, что световые трубки первого поколения преобразили мое творчество, а также влюбили меня в бренд Nanlite, у них было очень много косяков. И я могу сказать, что этот продукт был довольно сырым, потому что даже настройки цвета можно было легко сбить одним движением, у них не было беспроводного подключения и также не было даже индикации заряда аккумулятора. Но все изменилось со вторым поколением, о котором сегодня и пойдет речь. Меня зовут Виктор Брусков, и вы на моем канале The Photo Gear. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. И сейчас я расскажу вам о всех достоинствах световых трубок Nanlite PowerTube второго поколения, а также покажу световые схемы и то, как я использовал их в реальной работе. Так получилось, что одновременно с этим каждое из этих достоинств будет означать отличие от первого поколения световых трубок, потому что они, как я уже и сказал, были слегка недоработаны. Во втором поколении убрали абсолютно все недостатки. Начнем с того, что световая трубка Nanlite PowerTube устроена по технологии RGB-WW и выдает очень чистый цвет. И прямо сейчас для записи этого видео я использую целых 4 световых трубки, одна из которых светит на мое лицо как раз чистым белым светом. И помимо чистого белого цвета у нас есть возможность изменять цветовую температуру в значении от 2700 кельвинов до 7500 кельвинов. Но и это еще не все. Также можно изменять значение Green и Magenta, то есть уводить в зеленоватый либо в розоватый оттенок плюс-минус 150 единиц. И это очень полезная функция, которая позволяет нам подстроить световые трубки, например, под некачественные источники света. Если съемка у нас происходит, например, в какой-нибудь больнице, где светят зеленые некрасивые лампочки основного света, и чтобы подстроиться под них, мы легко можем выкрутить как раз изменение Green в плюс 150. В общем, теперь везде, где есть мерзкий флуоресцентный свет, можно работать со световыми трубками, легко подстраиваясь под него. Разумеется, помимо чистого белого цвета и биколорного режима у нас есть и цветной свет, который я использую прямо сейчас. У меня источник, который светит на фон, светит циановым цветом, и два контровых источника по бокам светят оранжевым цветом. И, наконец, четвертый режим, который есть в этих световых трубках, это специальные эффекты. Их здесь стало 15 вместо 6 в первом поколении, и они тоже могут быть очень даже полезными, потому что вот такие световые трубки как раз и используют на киноплощадке для того, чтобы добавить какой-нибудь эффект. Это может быть, например, имитация света от мигалок, скорой помощи или полиции. В первой световой схеме я использовал сразу 4 световые трубки Nanlite PowerTube, одна из которых у меня играла роль рисующего источника освещения, две другие роль контрового источника и одна в качестве заполняющего источника света. Использовать сразу 4 световые трубки — это, конечно же, много, но даже при помощи 2 световых трубок получается очень крутой результат. И, кстати, у меня есть один совет. Если захотите обзавестись световыми трубками, то я рекомендую начать сразу с 2. И я именно так и сделал со своими первыми световыми трубками. Я пробовал использовать одну, и оказалось, что этого недостаточно.
когда мы используем две, то картинка у нас становится намного красочнее и разнообразнее. Это необычайно расширяет творческие возможности. И исключение будет только если вы собираетесь снимать где-нибудь в каких-то конкретных условиях, например, на улице, потому что вторым источником освещения у вас будут выступать огни ночного города, и тогда одной трубки достаточно, чтобы быть рисующим источником. Далее я использовал все так же 4 световых трубки, только изменил цветовое сочетание. При помощи приложения это было делать очень удобно прямо на съемке и видеть, как меняется сразу же настроение и восприятие картинки. Почему же я считаю, что это максимально быстро доступный источник мягкого цветного света? А все потому, что так устроена форма самих световых трубок. Они вытянутые, и если мы их используем в горизонтальном положении, то они превращаются в небольшой софтбокс относительно, например, лица человека. Так же, как сейчас я подсвечиваю себя одной световой трубкой, которая расположена горизонтально, и она освещает меня как раз мягким обволакивающим светом. И это то, чего не может нам дать маленькая RGB-панелька, потому что ее физический размер меньше, чем мое лицо. Соответственно, свет на моем лице был бы жестким. Ну а если мы говорим о каких-то стационарных источниках, то, во-первых, они не мобильные, и даже несмотря на то, что мы можем установить на них софтбокс, это все равно процесс довольно длительный, а тут максимально быстро. Достал световую трубку, расположил горизонтально и все, получил мягкий источник цветного света. Теперь поговорим о физических характеристиках, и самое первое и самое важное – это вес. Вес одной световой трубки 850 грамм, и я считаю, что это довольно легкий источник постоянного света такой мощности. И все потому, что в сравнении любой источник биколорного света будет вместе с кофром весить куда больше. Но это все относится именно к 60-сантиметровым трубкам, которые я использую сейчас. Они называются 15C. Также у Nonlight есть трубки 120 сантиметров, которые называются 30C, и 20-сантиметровая малютка, которая называется 6C. Я считаю, что размер 15C это самый удобный размер, как для транспортировки, так и для использования, потому что он дает цвет, который намного мягче, чем в малышке 6C, но в то же время он не такой громоздкий, как модель 30C. А в случае, когда мне нужно получить большую площадь, я просто использую две световые трубки 15C, и они как раз в совокупности дают мне ту самую большую световую трубку. И я могу получить супер мягкий свет, например, на лице модели. Все эти трубки второго поколения, и они поставляются либо как единичный экземпляр, либо в комплекте из двух, либо в комплекте из 4 штук. У меня как раз набор из 4 штук, и все эти 4 штуки отлично помещаются в удобный и качественный кейс. Что также было улучшено в физическом плане по сравнению с первой версией, так это сама рабочая область этой световой трубки, потому что теперь она матовая и нам не видно внутренних светодиодов, а соответственно мы можем использовать такие световые палки прямо внутри кадра, как я делаю это сейчас с контровыми источниками. И еще один плюс такой матовой поверхности, что когда приборы отражаются на какой-нибудь глянцевой поверхности, то эти отражения также более матовые, то есть они не дают сильный блик. Помимо того, что сама рабочая поверхность стала матовой, она также стала и больше в сравнении с первой версией. То есть у нас больше площадь, соответственно, еще более мягкий свет, как за счет самого мягкого рассеивания, так и за счет увеличенной площади. А увеличение площади Nonlight достигли за счет того, что уменьшили вот эти черные штучки по бокам. В следующей схеме световые трубки были дополнением к оптической проекционной насадке, которую я использовал в качестве контрового источника освещения вместе с дымом. Об этой супер световой насадке я расскажу в другом выпуске, потому что она заслуживает отдельного внимания. Это невероятная вещь. Так вот, одна световая трубка у меня выполняла роль рисующего источника, а вторая заполняющего. И я использовал противоположные цвета для того, чтобы задать больший цветовой контраст.
Теперь поговорим про эргономику, она здесь стала очень и очень крутая. Если в первом поколении трубок я просто плевался от эргономики, потому что там помимо 2 крутилок было также еще и 6 кнопок. Все меню там сопровождалось как английскими буквами, так и одновременно и иероглифами, и в общем и целом управление этими палками было крайне неинтуитивным. Во втором поколении у нас теперь есть кнопка включения-выключения, 2 крутилки и всего 2 кнопки. Причем одна кнопка у нас отвечает за переключение режимов, как раз обычный белый цвет, биколорный режим, цветной свет или режим спецэффектов. А вторая кнопка отвечает за блокировку кнопок. При помощи одной из крутилок мы можем изменять значение того или иного параметра, а при помощи второй крутилки мы перескакиваем между этими параметрами. Более того, крутилку можно не только крутить, на нее можно нажать, и тогда она сбросит мощность прибора до 0. Вот и все, что касается эргономики непосредственно на самой трубке. Но это не самое главное. Самое главное для меня это то, что Nanlite добавили возможность беспроводного управления источниками света. И для беспроводного управления используется фирменное приложение NanLink. И оно не только максимально интуитивное и удобное, но оно также является суперсилой и продолжением этих цветовых палок, потому что ими можно управлять не только более эффективно, но и более креативно, подбирая свет, не подходя к самим источникам освещения. Так я уже показывал, я могу перейти из белого режима освещения источника рисующего, который подсвечивает мое лицо, в цветное. Также я могу менять или выключать контровые источники света. Также я могу изменять цвет фонового источника. То есть максимально быстро влиять на креатив в моем изображении. И это супер удобно как для съемки фото, так и для съемки видео. Потому что сцену мы видим до того, как мы начали съемку. Все быстренько под себя настроили и вуаля! Получили максимально классный качественный эффект максимально простым способом, без каких-то громоздких приборов, которые нужно подключать в сеть, на которые нужно устанавливать цветоформирующие насадки и на которые еще и к тому же нужно устанавливать цветные гелевые фильтры. Здесь мы получаем все это сходу, быстро, мобильно, интуитивно и просто. В общем и целом приложением я оказался супер доволен, это как будто я получил дополнительный бонус, которого не ожидал получить, и это для меня повысило ценность даже самих осветительных приборов. И теперь самое время поговорить про автономность, потому что если аккумуляторы держат плохо, тогда и весь смысл таких аккумуляторных приборов просто теряется. И я спешу вас обрадовать, потому что с автономностью здесь все просто отлично. Во-первых, приборы на полной мощности способны работать более 2 часов. Если мы изменяем мощность с полной на 50%, то это количество времени уже вырастает до 4 часов. То есть целых 4 часа можно работать на мощности 50%. Чтобы вам было понятно, источник, который сейчас светит на меня, установлен как раз на мощность 50%. Контровые источники по бокам работают на 8%. Это значит, кстати, что они способны работать около 20 часов. И фоновый источник работает на 75%. То есть я смогу смело просидеть здесь 3 часа, и у меня сядет фоновый источник света. Если просижу 4 часа, то у меня сядет рисующий источник. И, наконец, через 20 часов у меня сядут контровые источники освещения. Насчет автономности я обалдел как раз на съемке, где я использовал все 4 световые трубки. И так получилось, что в общей сложности на эту съемку ушло 3 часа. При этом практически все время световые трубки горели. Так вот, после того, как я закончил съемку, они не только не сели, у них еще и осталось как минимум по 2 деления. И тут я понял, что все, с автономностью никаких у меня проблем не возникнет, эти приборы рабочие, их можно таскать с собой всегда и везде. Но помимо автономности здесь также есть продвинутые возможности подзарядки. Потому что вместе с источниками освещения идут сетевые адаптеры, которые, кстати, очень быстро заряжают эти трубки. Но помимо сетевого адаптера здесь также есть вход USB-C. Он поддерживает протокол быстрой зарядки Power Delivery, и это означает, что с какой-нибудь зарядкой мощностью от 20 Вт мы легко и быстро сможем также подзарядить нашу световую трубку. Я очень люблю, когда в технике установлен именно порт USB-C, поэтому и здесь я также очень сильно обрадовался, особенно когда узнал, что приборы можно подзаряжать через него. Но помимо того, что их можно подзаряжать, через этот порт можно также и устанавливать новую версию прошивки.
И, наконец, в финальной световой схеме я опять же использовал все 4 световые трубки, 2 из которых у меня выполняли роль и рисующего источника освещения. Я расположил их горизонтально рядом с друг другом, и они превратились у меня в единый такой осветительный прибор, который дал супер мягкий свет. 2 другие световые палки выполняли роль заполнения на заднем плане, помимо, опять же, оптической проекционной насадки и торшера, который уже находился в студии. Все в совокупности из-за интерьера, из-за дыма, из-за того, что использовал так много светоформирующих насадок, дало ощущение киношности и такой необычной атмосферы. Мне очень нравится то, как получились эти снимки, потому что у них есть и объем, и каждый из источников освещения находится на своем месте, и все это складывается в единую картинку. У нас есть сразу 3 варианта крепления этих световых трубок, 2 из которых входят в комплект поставки, а именно пластиковая защелка, у которой уже есть резьба под штатив либо стойку, то есть мы можем сразу же накрутить это крепление на стойку и установить туда световую трубку. Таким образом трубка расположится горизонтально. Но у меня также есть и маленькая хитрость, которую я использую прямо сейчас. Благодаря вот такому маленькому дешевому переходничку я могу переводить световые трубки из горизонтального положения в вертикальное, потому что когда использую световые трубки в качестве контрового источника освещения, я предпочитаю, чтобы они были горизонтальными. Когда же я подсвечиваю портрет и хочу получить максимально мягкий свет, то, конечно, я располагаю их горизонтально. Второй способ крепления, который есть в комплекте поставки, это металлический тросик. Он продевается сквозь отверстия, которые есть с обоих концов световой трубки. И дальше мы можем подвесить световой прибор куда угодно, была бы возможность за что-то зацепиться. Но также есть и возможность опционального крепления, а именно подставка на пол. К сожалению, она не идет в комплекте, хотя я хотел бы, чтобы она была в комплекте, и, пожалуй, это вообще единственный минус, который я могу найти у данных световых трубок, это то, что в комплекте не идет подставки на пол, потому что это было бы удобно. Можно было бы ставить приборы как на пол, также на какую-то поверхность, например, на стол, и это бы существенно упростило работу с ним. Ну и если мы заговорили про опциональные аксессуары, то стоит упомянуть еще 2. И первое это соты, то есть отдельно опционально можно купить соты, которые можно установить на световую трубку, и тогда мы существенно сужаем световой пучок, а это позволяет нам лучше контролировать свет. Это бывает чрезвычайно удобно, потому что без сот световые трубки у нас светят на 180 градусов, то есть во всех направлениях, и свет менее контролируемый. И второй аксессуар, который также направлен на то, чтобы изменять световой пучок, это шторки. Точно так же, как и при помощи сот, только более гибко мы можем управлять световым пучком и направлять туда, куда нам нужно. Как я уже и сказал, что я не могу даже найти ни одного недостатка у данных осветительных приборов, несмотря на то, что недостатки можно найти всегда и у всего. Но в данном случае поиск недостатков будет выглядеть просто как придирка на пустом месте. Например, к тому, что они габаритные, то есть приходится брать вот такой вытянутый с собой чехол и как-то его переносить. Но на самом деле переносить его легко, и вытянутая форма позволяет нам получить мягкий свет. То есть наоборот круто. И плюс эти источники можно использовать внутри кадра. В этом весь смысл как раз улучшенной рабочей поверхности. И на самом деле эти световые трубки как раз очень часто используют именно внутри кадра. Так что назвать каких-то недостатков, особенно существенных, я никак не могу, но зато могу дать 2 рекомендации. Рекомендация номер 1. Если вы хотите узнать больше об этих световых палках именно с технической точки зрения, то есть посмотреть на графики и индексы цветопередачи и мощности этих световых палок, то я очень рекомендую вам посмотреть статью, на которую я наткнулся, где человек очень подробно и дотошно, в хорошем смысле, изучил эти приборы. Если коротко, то у этих приборов все очень хорошо, как с цветопередачей, так и с другими значениями. И рекомендация номер 2 заключается в том, что я советую вам инвестировать как раз в осветительные приборы. Дело в том, что я вот купил себе световые палки 3 года назад, и тогда это была одна цена, и пользовался я ими 3 года. За это время у меня уже сменились камеры и объективы,
а свет остался. И свет всегда приносит больше в картинку, чем камера либо объектив. То есть он напрямую влияет на наше изображение. И дальше, когда я людям, например, рекомендую тот или иной свет, то оказывается, что он, как и остальная другая техника, растет в цене. То есть он уже стоит значительно дороже, чем стоил тогда, 3 года назад. Ну а с учетом того, что свет у нас, так сказать, неизменная величина, то он остается с нами, несмотря на то, что другая техника может меняться. И моими лучшими инвестициями в моей профессиональной деятельности как раз являются осветительные приборы. И поэтому я вам также рекомендую инвестировать в освещение. Ну и напоследок я хочу показать вам свою любимую рубрику, которая называется «Почувствуйте разницу». Потому что в каждом своем обзоре про осветительное оборудование я показываю, какое влияние оказывает свет на кадр. И таким образом очень хорошо можно почувствовать разницу, когда мы не используем никакого специализированного света и записываем так, как есть, с комнатным освещением. Вот, например, сейчас я использую световые трубки Nonlight PowerTube в количестве 4 штук, одна из которых светит мне на лицо, одна на фон и 2 в качестве контрового источника освещения. А теперь я использую обычное освещение в комнате для того, чтобы подсветить себя. И как вы видите, уже даже дорогая камера Sony Alpha 7 IV полнокадровая с дорогим зум-объективом G-Master 2472 версии просто-напросто не вывозят. Почему? Да просто потому, что свет — это самая главная величина. И хороший свет позволяет нам использовать технику не только для собственных нужд, для творческих каких-то проектов, но также и для коммерции. То есть любой коммерческий проект будет выглядеть лучше, когда мы используем профессиональный и качественный свет. И сейчас, когда я закончил записывать обзор, я могу пробежаться по вариациям освещения и изменить себе цвет в световой схеме. Например, в 2 клика я изменил цвет контровых источников освещения. И далее всего лишь одним слайдером я могу изменять себе цвет фона. Напоминаю, свет изменяется от палки, которая лежит прямо за мной на полу. Ну а рисующий источник цвета я вообще могу зациклить в режиме специальных эффектов, для того, чтобы он просто изменял цвет. А вот, кстати, та самая имитация мигалок от полицейской машины или от машины скорой помощи. А на этом у меня, пожалуй, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и отправляйте его своим друзьям. И всего вам доброго!